Новая программа иммиграции в Канаду, без никаких баллов, забудьте о них, по любой специальности, в любом возрасте, со слабым английским и даже со школьным образованием. Привет из Канады, меня зовут Алекс Павленко, и сегодня я вам хочу рассказать о новой миграционной программе, которую запускает Канада этой осенью. Перед тем, как продолжить, подпишитесь на мой YouTube канал и также подпишитесь на мой Instagram, потому что каждый день я пишу что-то интересное и полезное о жизни в Канаде, об иммиграционных программах. Канада запускает новый миграционный пилот на целых 5 лет. Сейчас только начало приема заявок, поэтому у вас есть время успеть поучаствовать. Этот пилот частично похож на атлантический пилот и частично он похож на иммиграцию в город Морден в провинции Манитоба. На русском это программа иммиграции в сельской и северной территории Канады, и ключевой особенностью является то, что вы обязаны жить в неких сообществах, которые раскиданы по всей Канаде. Я специально нанес их на карту, и вы удивитесь, что там нет никаких северных территорий. Практически все эти сообщества находятся вдоль южной границы Канады. Вы знаете, что иммигранты, мало кто хочет ехать в маленький город, там тяжело, наверное, жить из-за того, что мало людей. Все хотят ехать в Торонто, Ванкувер, в Калгари, в Монреаль и в Оттаву. Эта программа иммиграции рассчитана как раз на то, что вы будете жить в каком-то сообществе, где не так много людей. И в таких сообществах люди лучше, наверное, друг друга знают, лучше поддерживают. То есть уже налицо плюс, если вы не любите большой толпы. На данный момент федеральное правительство отобрало 11 таких сообществ, кто имеет право принимать иммигрантов. Их список я разместил на своем сайте, на сайте Immigrant Today. Обязательно переходите по ссылочке, вы подробно прочитаете описание этого пилота. Но в этом ролике я буду рассказывать такие ключевые особенности, чтобы вы сразу могли оценить, подходит вам эта программа или нет. Как я говорил в самом начале, неважно сколько вам лет, вам может быть 20, 30, 40, 50 лет, нет никаких ограничений для того, чтобы эмигрировать по этому пилоту. Следующий большущий плюс, что нужны все специальности. Нет пока что на момент записи этого ролика списка востребованных профессий. Сейчас могут пройти все. Но с другой стороны, если так подумать, может быть в сельских территориях не так сильно нужны какие-то химики, физики, а может быть наоборот, этого я не знаю. Следующий большущий плюс, не обязательно вам нужно высшее образование, достаточно просто окончить школу. Вот требования по английскому в этой программе есть, но они зависят от того, какая у вас профессия. Если у вас низкоквалифицированная профессия, то вам нужно сдать английский на аналог что-то IELTS 4.0. Чем более вы квалифицированы, там требования увеличиваются, но всего лишь до 5.5. У этой программы есть требования по деньгам. Оно зависит от количества людей в вашей семье. Чем больше, тем больше денег нужно, соответственно, показать. К примеру, если в вашей семье 3 человека, надо показать аналог около 10 тысяч американских долларов. Это больше, чем по атлантическому пилоту. Если у вас есть, к примеру, квартира, вы можете показать, что у вас есть недвижимость. Это засчитается, то есть не надо обязательно показывать справку из банка. Я такого не встречал в других иммиграционных программах, поэтому это классно. И даже если у вас нет никаких денег, нет никакой недвижимости, чуть попозже я расскажу, как можно обойти это правило. Пока что были в основном плюсы. А где же загвоздка, где же минусы? А минусы начинаются в том, что вы должны получить одобрение от сообщества, что оно готово принять вас и готово вас в будущем рекомендовать федеральному правительству, чтобы вы получили ПМЖ. Как получать эти одобрения, пока что никто не знает. На официальном сайте я не нашел ни одного слова. Но я нашел, что перед тем, как обращаться за одобрением, вы должны найти работу в Канаде. Вы должны найти работу как раз на тех территориях, где расположены сообщества, и показать, что у вас есть на руках рабочий контракт. Получается, что весь иммиграционный пилот сводится к тому, что вы должны изначально найти работу в Канаде, и только после этого предпринимать дальнейшие шаги. Я рекомендую начать процесс подготовки документов.
Запишитесь на сдачу языкового теста, отправьте свои дипломы об образовании в одну из канадских организаций, чтобы получить эквивалент канадскому образованию, и начните работу над вашим резюме. Формат резюме в Канаде, в России, в Украине, в других странах, они очень сильно отличаются, и вам придется попотеть, чтобы добиться того, чего ожидают канадские работодатели. Дальше я бы вам рекомендовал зайти на один из канадских сайтов по поиску работы, вбить название города, где находится сообщество, и посмотреть открытые вакансии по вашей специальности. На следующем этапе вам надо будет под каждую вакансию переделывать свое резюме, прописывать там ключевые фразы, которые требуются в вакансии, для того, чтобы вас заметили, чтобы вас пригласили на интервью. Интервью, скорее всего, будет проходить по скайпу, потому что вы же еще не в Канаде находитесь, и вы должны быть готовы к нему. То есть вам надо знать, как отвечать на вопросы, как договариваться о зарплате, как уметь продать себя. То есть тоже большой такой участок работы. Только после того, когда у вас на руках будет рабочий контракт, вы сможете отправить свою заявку в одну из организаций, чтобы они одобрили вас, и ехать в Канаду работать. И когда вы уже будете работать в Канаде, вам не надо будет показывать наличие денег. Достаточно просто рабочего контракта. Если вы хотите разобраться во всех тонкостях канадского рынка труда, хотите научиться писать вот такое классное резюме, по которому, скорее всего, вас пригласят на собеседование, если вы хотите научиться, как не завалить собеседование, я рекомендую вам записаться на мой онлайн-курс, который я провожу вместе с канадским специалистом по найму персонала. Эта девушка имеет очень большой опыт работы как раз найма персонала, и она знает все тонкости, и она научит вас, и как писать резюме, и как готовить профиль в LinkedIn, и как вести переговоры с работодателем, и много-много всего остального. Даже в самый дешевый пакет курса входит индивидуальная работа с HR-специалистом, которая проверит ваше резюме. Если же вы хотите, чтобы за вас она разработала профессиональное резюме, индивидуально с вами готовилась к интервью, есть более дорогие пакеты. В общем, ссылочку я оставлю тут. Заходите, почитайте отзывы, почитайте о программе курса. Сейчас, кстати, действует скидка. Как раз вы можете успеть подготовиться, чтобы подать заявку по этому пилоту для сельских и северных территорий. Напишите в комментариях, согласны ли вы жить в малозаселенных территориях, насколько это вас пугает. На этом буду с вами прощаться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поставьте там колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых роликов. И до встречи в Канаде.